Если я вдруг не выживу, передайте ему, пожалуйста, что я очень люблю. У Ромы есть его телефон. Если ко мне что-то случится, пожалуйста, передайте ему, что я его очень сильно люблю. Мне очень жаль, что так получилось. Мои родители — это самое дорогое, что у меня было. Я им благодарна за все. Если мне не получится выжить, пусть он держится. Друзі, всім привіт! Саме це відео українки Кароліни з Харкова стало резонансним і набрало майже 13 мільйонів переглядів. В перший день війни від куль російських солдатів загинула мати Кароліни. Сама ж дівчина дивом залишилася неушкодженою та ще й врятувала життя російському солдату. Зараз Кароліна в безпеці, і її перше інтерв'ю після втрати мами і життя під обстрілами ви почуєте в проєкті «Незламні». Каролина, привет! Привет. Я очень рада тебя видеть, улыбающейся, в безопасности. Я знаю, что ты буквально вот недавно выехала из Харькова, буквально пару дней. Да, 3-4 дня, не помню, какой это был недель, честно говоря. Я вот настолько привыкла не смотреть на дни недели, что не знаю, какой сейчас день недели. Каролина, это сколько дней ты провела в Харькове? 42. Отметили 40 дней мамы, и еще, по-моему, 2 или 3 дня я побыла там, и сказали, что планируется наступление на Харьков сильное. И папа решил, что мне надо... Он давно хотел, чтобы я там уехала. Но для меня это как-то тяжело было его там одного оставить. А в этот раз вот он категорически все уезжает. Если ты не против, мы вспомним, чем ты занималась до войны, какая у тебя профессия, как протекала твоя жизнь. У меня была отличная жизнь. У меня 2 высших образования. Это юридическое и Академия при президенте Украины, Академия государственного управления. Я работала, у меня сейчас за мной тоже место сохранено, просто мы временно пока не работаем, это Харьковский городской совет. Я работала в юридическом департаменте. И творчество, я занималась очень долго латиноамериканскими бальными танцами профессионально, потом пела, и пела, и танцевала. Это как хобби у меня, это не моя работа основная. У меня была очень яркая, творческая жизнь, вообще человек творчества. У нас с мамой также был питомник. Питомник ее, я ей помогала по рекламе, по продажам. Мама занималась собаками, да? Да, у нее официальный питомник, зарегистрированный в Киеве. Питомник среднеазиатской овчарки и питомник мелких декоративных пород. Это там чухашки, йорки. Мы многими породами занимались. Потом пришли к тому, что именно конкретно нам нравится, что нам ближе к душе. Она всю жизнь хотела вот такой питомник, но когда мы жили на квартире, это было, конечно, нереально. Но когда купили дом, уже, да, потихонечку это все начало разрастаться. То есть это как ее бизнес, по сути? Да, она этим занималась, плюс она еще очень хорошо разбиралась в ветеринарии, очень хорошо. У нее хотя и не было диплома, но она была настолько толковая и грамотная, что последние, наверное, лет 10 мы даже не пользовались услугами ветеринара, то есть, сами все. И при этом она помогала другим людям, приезжала, даже собак некоторых спасала, которые там на грани жизни и смерти были. Она у меня такая была очень... Собак она безумно любила, она могла сама не спать, она могла сама не есть, им все последнее отдавать, последние деньги на них потратить. Если там слышит, что там нужна какая-то помощь, она там сорвется, поедет и будет там ночью сидеть. Животных она очень, конечно, любила. То есть я тоже люблю животных, но так как любила она их, это, не знаю, какая-то, другая связь. Чем папа занимается? Папа у меня вообще, он моряк. У меня за границей работал на танкерах. А сейчас уже у него пенсия, у него, получается, ранение, он в Афганистане воевал, у него 3-я группа инвалидности. То есть для него понятие войны это не в первый раз, то есть он служил в Афганистане, да? Для него это все знакомо. Угу. Попутно он там работает со сферой аптек связан. Счастливая семья, каждый занимается своим любимым делом.
Помнишь ли ты 23 февраля? Да, прекрасно помню, потому что это как раз был рабочий день. Единственное, что объявили чрезвычайное положение, мы как-то не поддались панике. На моей работе активно шли подготовления к 8 марта, то есть там делали аппликацию на здание очень красивую. Прекрасно помню, когда я вышла со своей работы и видела эти лепестки, делали. Поехала еще в торговый центр, походила, посмотрела сеансы на кинотеатр. На следующий день мы планировали с мамой пойти отдохнуть. Думали, что вот 24-го я приеду с работы, и мы пойдем, сходим. И твоя жизнь поменялась 24 февраля. Расскажи, как началась война в Харькове, где вы были на тот момент? Я проснулась, уже время точно не помню, еще так было темно, начинало светать. Проснулась от взрыва. У меня первая мысль была, может, фейерверки кто-то пускает рядом. Выглядываю в окно, смотрю дым в небе. Перешла в другую комнату, где у меня больше обзор. Опять взрыв. Не понимаю, что происходит. Потом вижу воинская часть. Там горит, как пожар. Я подумала, глупая, конечно, мысль, да, но не могла даже понять, что началась война. Подумала, может, загорелось что-то. Пока я не открыла окно, и еще раз не произошел взрыв, и меня ударной волной просто от окна отбило. И тогда я уже поняла, что это не просто взрыв, что это бомбят. В это время проснулась мама, она на первом этаже была, она тоже не понимала, что, она побежала смотреть, может быть, котел взорвался. То есть у нас не было мысли, что это прям война началась. И, конечно, когда уже начало трусить дом, когда начало трусить стекла, мы поняли, что все, да, что началось. Я написала на работу, написала, что у меня происходит. А потом объявили военное положение. Мне позвонили, сказали, что объявили военное положение. У меня не было уже на тот момент ни интернета. В доме не было ни света, уже ни электричества, ничего. То есть 24 число, утро, все. Мы без ничего, без связи. У меня на телефоне оставалось очень мало заряда. А с папой ты созванивалась в первый день войны? Папа был где-то под Одессой. Мы позвонили, он вообще даже не понял, что он еще спал. Они были после дороги. Я говорю, папа взрывает. Он такой, да у нас никаких взрывов нет. Меня это сначала успокоило, потому что когда ему позвонила, он сказал, что у них тихо. То есть он ничего не слышал. Может быть, он был там, где не слышно. Тихо, спокойно, то есть он не понимал вообще, что происходит. Но он же сказал нам, что снимите деньги аккуратно и не паникуйте. И мы с мамой решили, что нам надо поехать в город, снять деньги, купить собакам крупы, еду, потому что непонятно, что может быть. Первый раз нам не получилось выехать, мы когда открыли ворота, начался обстрел. Обстрел был такой сильный, что было ощущение, что прям по нам лупят, но непонятно откуда, просто вот слышны эти звуки. А это, скажем так, как обстрелы на дачах были. Там дома все побитые осколками, крыши пробитые. Мы забежали первый раз в дом, отсиделись, наверное, минут 10, потом поняли, что все равно надо ехать. Вроде бы все на какой-то момент успокоилось. Мы выехали в город. Первое, что мы увидели, это сумасшедшие очереди на заправку, сумасшедшие очереди в банкоматах. Через где-то, наверное, часа два мы сняли деньги, купили немножко продуктов, там колбасы, сосисок, сыра, такое вот то, что не сильно портится, так как холодно, в принципе, еще и это может даже без холодильника полежать. Люди бегают, люди с чемоданами, с животными куда-то собираются, то есть, хаос, такой начинается хаос. Услышали, что пригород очень сильно шумно, начались такие взрывы, которые доносятся прямо аж в город, и мы решили вернуться домой, чтобы забрать собак каких-то, вывести хотя бы кого-то на второй машине и уже дальше думать, как, может, постепенно вывозить, хотя бы первую партию, щенков загрузить хоть как-то. Была такая паника, может быть, конечно, это и глупо, потому что вывозить их надо куда-то вывозить. То есть на вот этой панике мы не понимали, что делать, понимали, что надо спасать животных. Получается, что вы приняли решение с мамой, сняв деньги, купив продукты, вывести питомник, максимально собачек на 2 машинах. И решили вернуться все-таки за город, несмотря на то, что были обстрелы. Да, хотя бы нам надо было туда попасть, вообще понять, что там происходит. Когда мы двинулись в сторону выезда из города, к нам ехал мужчина навстречу. Он нам сигналил, назад. Мы еще не понимали, почему назад, что назад. Когда начали подъезжать ближе к окружной, мы увидели танки. Но сдалека было не очень понятно, что за танки стоят. Мы думали, может быть, просто перегородили дорогу,
и не выпускают пока временно, да, то есть такой вариант был. Когда мы уже начали подъезжать ближе, мы увидели, что стоят русские танки, сидят возле них солдаты и просто направили на нас оружие и открыли огонь. В упор, то есть ты едешь, мама за рулем, я на переднем сиденье, и ты видишь, что просто солдат поднимает ружье и начинает в тебя стрелять. Это уму непостижимо. Все взрывается. 10 минут назад стояли, снимали деньги, покупали продукты, а тут на тебя просто автоматы направляют. Только началось, а уже такой кошмар получается. Как ты, как девочка, которая никогда не была связана с войной, я также выезжала из Киева, там в первый день тоже за город мы ехали, и я тоже видела эти танки, но я не могла понять, это наши, это не наши. Как ты это поняла? По форме солдатов георгиевские ленточки, то есть, в принципе, было понятно. Мы к ним достаточно близко подъехали, потому что мы ехали на скорости и думали, может быть, хотя бы просто узнаем ситуацию, а мы, когда начали подъезжать, по нам просто открыли огонь. У нас даже не было такого маневра, чтобы, я не знаю, развернуться, поехать в город на панике. Мы уехали в сторону. То есть мама вывернула машину прям вот недалеко от них, и мы уехали в сторону, в тупик. С левой стороны частные сектора идут, и мы завернули на парковку, грубо говоря, к дому. Мы думали, может быть, дальше будет проезд. А там был тупик. Узкая такая парковочка, но тоже стояла машина впереди. И мы стали за этой машиной. Мама выключила зажигание. Я схватила там документы свои, сумки. Мы с ней выбежали из машины, и к нам навстречу 2 русских солдата. Сразу в голове такие мысли, сейчас они по нам начнут стрелять. Они, наоборот, нам сказали, выходите в машине, небезопасно. Если в машину попадут, она сейчас загорится. Это те ребята, которые были в колонне вместе со всеми, они оттуда пришли? Они были не с теми солдатами, они были за вот этой будкой, и мы с ними там сидели. Минут, может быть, 10-15 до того момента, как по нам открыли огонь. А можешь более подробно рассказать об этом моменте? То есть это 2 русских солдата. Как они выглядели? Что они вам говорили? Они были в русской форме, с георгиевскими ленточками. Один парень очень молодой, 19 лет, но уже, так как я потом узнала у него, спрося и увидя документы. Второй парень был чуть-чуть постарше. Не намного. Толком они нам ничего не сказали. Они нам сказали единственное, что мы вас не держим, вы можете уйти, но куда вы сейчас уйдете, стреляют. Но вам лучше отсидеться, пока не пройдет перестрелка. Мы были в такой зоне открытой, то есть вправо-влево ты на открытой территории. В тебя попадут, тебе негде даже спрятаться. То, что мы видели, стреляли просто в машины, которые пытаются выехать из города. Просто по каждой машине открывался огонь. Машина едет, по ней открывается огонь, она разворачивается, уезжает. Единственное, что помню, мама позвонила папе, сказала, что мы в перестрелку попали, что мы под обстрелами. Я не помню уже, о чем, честно говоря, был разговор, потому что это была просто паника. Каролина, ты задавала какие-то вопросы этим русским солдатам? Вообще, что происходит? Как они нам сказали, мы сами сейчас не понимаем, что происходит. Вот дословно, мы сами не понимаем, что происходит. Я сидела, я не понимала вообще, что происходит. Почему с нами русские солдаты здесь нормально, те русские солдаты по нам стреляют. То есть что произошло. Я же говорю, это было, может быть, мне даже показалось, что это было минут 15. Может быть, это было и быстрее. Просто время тянулось так, ты сидел в ожидании, но не понимал. Вы сидели, получается, там несколько минут с солдатами за за этим ограждением. И что произошло потом? Я помню, что меня русский повалил на землю, просто он меня кинул на землю, и закричала мама. Очень сильно закричала. Он меня вот так вот кинул лицом вниз, и я просто помню, что я кричала: мама, что случилось? И она кричала, то есть, от боли кричала. И потом она успокоилась и сказала, что ее ранили. Она подползла, что ее ранили. После этого вскакивает этот русский солдат, который нас повалил, и начинает кричать: не стреляйте. Не просто кричал. Он кричал, как будто бы сейчас все, закончится его жизнь. То есть если человек просто кричит, предупреждает, а если человек кричит от безвыходности, понимая, что сейчас, наверное, будет все. Вот так он кричал: не стреляйте, мы своим Он кричал, получается, своим русским: не стреляйте. И после этого открыли огонь, и просто полетели пули. То есть получается, что это те же солдаты, которые были там, которые начинали обстрел
всех автомобилей, они приблизились к вам? Получается, да. Я не видела, что происходило сзади, я лежала на земле. Но я увидела, что попали в этого солдата, то есть его ранили. Он попытался взять свое оружие и дать ответку. Я это видела, то есть краем глаза я это так видела, что он пытается достать оружие, но у него уже не было никаких ни сил, и, видно, это увидели те, кто стрелял, и попали в него еще раз. Походу, попали ему либо в шею, либо куда-то, что он захрипел и упал. Полилась кровь, он захрипел и упал. То есть вот так вот согнулся пополам, и на меня сверху вот так упал. Я лежала, у меня просто... Я в оцепенении лежала, я ничего не могла, я не кричала, ничего, то есть я даже звука не подала, я лежала, я в диком была ужасе, я поняла, что надо мной убили человека. И я слышала, что летят пули, стреляют по земле, везде, то есть попадают, везде, куда только можно. Сколько это было? 30 секунд, минута, больше, я не знаю. Я помню, последний выстрел, он пролетел вот прям рядом возле меня, и от земли такие полетели, как это правильно сказать, не осколки, грубо говоря, да, вот, то есть попали либо в землю куда-то, что все на меня, вся вот эта вот грязь, она на меня, в лицо, в глаза. Первое ощущение было, вот я вам честно скажу, что попали в меня. Просто я была на шоке, да, ощущение, что реально куда-то попали в меня, а потом я поняла, что нет, это просто мне вот на лицо отдало, но состояние было, да, будто бы куда-то я ранение получила. И когда все утихло, я поднялась, мама лежала возле меня, прям на спине, не подавала никаких ни звуков, ничего. Я подумала, что она, может быть, у нее болевой шок, может быть, там ее ранили, и она потеряла сознание. Я начала ее трусить, на ней крови не было. Я начала везде ее так обсматривать, трусить, как бы ничего нет. Все как бы чисто сверху. Я не понимала вообще, почему она не приходит в сознание. Потом, когда я уже, Сейчас. Прости, что я тебя заставляю это пережить заново. Когда я уже взяла ее лицо, я до последнего не думала, что она мертвая. Потому что, реально, не видела нигде ни там ранения по телу. Начала обсматривать ее голову. Я даже не сначала увидела, у нее челка. И волосы очень густые. То есть я начала с одной стороны смотреть, ничего нет, а потом, когда уже подняла челку, я увидела, что у нее пулевое ранение в голову. Я поняла, что ее убили. Я поняла, что все, это, то есть рана, которая у нее была, она несовместима вообще с жизнью никак. Конечно, я и кричала, и я ее там трясла, и, в общем, там все, истерика началась. Я была в таком шоке, я не могла понять, как. 10 минут назад, 5 минут назад она была жива, а тут все. Первое, что я позвонила папе. Проплакала, прокричала: маму убили. Папа заорал в трубку: как маму убили? Не поверил, мама с ним разговаривала там 10 минут назад, и я ему звоню, говорю: маму убили. Я говорю: папа, меня, наверное, тоже сейчас убьют. Я, плачу, говорю: я не выживу, ты понимаешь, меня сейчас тоже убьют. Папа вообще шок. Сказал: успокойся, ты у меня там одна, маму сейчас возьми себя в руки, маму будем оплакивать потом, ты сейчас должна собраться, ты у меня все, что осталось, сиди, никуда не дергайся. Начал говорить, спрашивать, что происходит, какая обстановка, я ему что-то как-то объяснила. Вот, он сказал: сиди, не дергайся, жди, пока успокоится все. Не помню, честно, что было дословно. У меня в голове было все. Я сейчас умру, я прощаюсь.
Потом позвонила своей девочке с работы, потом мне позвонил начальник, то есть мне люди названивали. У нас есть своя рабочая группа в Вайбере. Туда это все выкинули, сказали, что маму Каролины убили, все мои коллеги в шоке, как убили. Ну, вроде бы еще только все началось, а уже убили. Мне там начали писать: держись, никуда не высовывайся. Ну, и я решила снять видео, то есть попрощаться с папой. Ты именно в этот момент записала видео, которое уже сейчас посмотрело около 13 миллионов человек. У меня был 1% того веры, что я выживу. Ну, все, что я могу на данный момент, это вот записать, сказать, что я его люблю, чтобы, хотя бы, да, он хотя бы посмотрел, да, на меня последний раз. Но ему не отправила. Я скинула это видео в наш чат с работы, и туда отправила, сказала: ребята, если я не выживу, пожалуйста, папе моему передайте, то есть свяжитесь, связь есть. Собственно говоря, я потом это и в Инстаграм в историю выставляла, когда мне начали говорить, что это все фейк, это неправда. Ребят, я не знаю, выживу я или нет. Просто папе не хочу пока пересылать сообщения. Если я вдруг не выживу, передайте ему, пожалуйста, что я его очень люблю. У Ромы есть его телефон. Если ко мне что-то случится, пожалуйста, передайте ему, что я его очень сильно люблю. И мне очень жаль, что так получилось. Мои родители — это самое дорогое, что у меня было. Я им благодарна за все. Если мне не получится выжить, пусть он держится. Эти российские солдаты, они уже ушли к тому времени, когда ты начала смотреть маму и так далее? То есть они... Нет, они сидели, они были там же. Они также стреляли по машинам, которые пытаются выехать. То есть перестрелка не прекращалась. Я же когда записала видео, там было слышно, да, что стреляют. И не утихала ни на минуту. То есть я когда забежала за эту железную будку и сидела, я не понимала, какие будут дальше события. Придут сюда сейчас, начнут в меня стрелять. У меня были такие мысли, что сейчас придут сюда, начнут стрелять. Либо будут простреливать. Опять-таки же, защищена я была только спереди, по бокам все было открыто. То есть я сидела в страхе, меня колотило, я не понимала. Бежать я не могу, если я сейчас выбегу, по-любому в меня откроют огонь. Что делать? Оставалось только сидеть. Сидеть тоже было небезопасно, но хотя бы это было безопаснее, чем просто сейчас выйти и все, тебя увидят, и ты прямая цель. Я посмотрела вообще на всю эту картину, я подумала, что вообще мертвые все, потому что тот солдат, который был возле будки, он лежал, он не подавал никаких звуков. Этот солдат тоже, маму убили, то есть я одна. Вот этот солдат, который лежал с одной стороны будки, я потом уже поняла, что он живой. Он переполз на более защищенную сторону, потому что там, где он лежал, он вообще был открытый. Честно говоря, я не понимала, то есть это он из последних сил переполз или сейчас умрет. Он то сознание терял, то приходил, то там что-то еле говорил. Просидела я там долго. Наверное, час я точно там просидела. Тогда такое, в принципе, и утро было холодное, мы очень сильно замерзли. Я сидела на земле, меня вот так трусило просто от холода. Когда переползал этот солдат, он же у него ноги простреленные, то есть он кровью истекал, все в крови было. Я сидела коленями в этой крови, руки в крови. У меня была вся в крови, то есть я была в таком состоянии, что я понимаю, наверное, если бы меня увидели, меня бы сразу бы пристрелили, как просто свидетеля того, что произошло. Но я никуда не дергалась. Единственное, что я немножко высовывалась, смотрела, как вообще обстановка. И когда чуть громче говорила, вот этот солдат, он приходил в себя и говорил, что тише, говори тише. Вообще лучше не говори, чтобы тишина была.
Каролина, ты как-то сказала о том, что тебя спас чемодан, который был с тобой вместе. То есть вы, когда с мамой выезжали, вы собрали вещи с целью выехать? Не то, что чемодан, такая дорожная, я просто чемоданом называла, дорожная сумка. Я туда взяла компьютер свой, потому что это единственный был способ подзарядить. Ну, в машине там не работал прикуриватель, чтобы зарядить телефон. А от ноутбука я могла хотя бы подзарядить телефон, чтобы быть на связи. Поэтому я взяла ноутбук. Естественно, пауэрбанк был разряжен, все как обычно, телефоны разряжены. А в ноутбуке еще была зарядка. Собственно говоря, благодаря тому, что была зарядка, я могла связаться с людьми, могла связаться с папой, потому что я, когда сидела там за этой будкой, я подключила телефон, у меня там оставалось холодно же еще, да, телефоны разряжаются, у меня там оставалось 5%, наверное. Из тех машин, которые туда ехали на окружную в тот момент, когда вы уже с мамой были обстреляны, были жертвы? Кто-то в машине оставался или всем удалось выбраться, кроме вас? Всем удалось выбраться, многие развернулись. Одна или две машины остановились, из нее выскочил мужчина, начали пулять там по асфальту, куда он убежал. То есть там бросили пару машин, именно открытых, все остальные уехали. Там горел танк на окружной, то есть горел, стрелял, что-то еще горело. Я услышала, что выстрелы прекратились, и на окружной стало как посвободнее. Я поняла, что мне нужно бежать к машине, мне нужно уезжать. Я побежала к машине, побежала как там, ползком к этой машине. Добралась, ключей не было. Выбежала с машины, побежала, опять ползком к маме. Начала там по карманам искать, ключей не было. У меня ключей тоже не было. Потом увидела, что они у нее в руке перебитые. Сигнализация отдельно, а ключ отдельно. Забрала сигнализацию, забрала ключ. Ее там обняла. Там, сказала прости. Этот парень сказал, что там, не бросай меня. Я не собиралась его бросать, я не собиралась его оставлять. Как-то погрузила этого солдата на заднее сиденье и поехала в город. В это время мне там все звонили, коллеги, папа звонил. Папа уже думал, что меня убили, потому что я к телефону не подходила. Подняла трубку, сказала папа, что я живая, вырвалась. Я сказала, что со мной солдат русский. И он истекает кровью. Он сказал, вызови скорую, будь в безопасном месте. А ты с ним в машине о чем-то говорила, пока вы ехали? Он ехал то в сознании был, то без сознания. То есть он то молчал, то там что-то приходил в себя и там что-то еле тихо говорил. Там говорил, что ему холодно, но он не разговаривал со мной. То есть это какие-то обрывки были между тем, как он пришел в сознание и потерял сознание. Не задавала ему вопрос, почему свои убивают своих? Нет, вообще у меня даже не было этих мыслей. Я была в шоке полном. Я вообще не знала, что мне делать. У меня сзади лежит человек, умирает. Просто, это как, я не знаю, картина из фильма. Я вся в крови. Я еще даже не могла вот этой всей ситуации понять, что у меня убили маму. Я до сих пор в это не верила. Я просто ехала машинально. Я убегала. Я понимала, что сзади лежит человек, истекает кровью. Что делать, я вообще не представляю. Еще и русский военный лежит у меня. Ситуация, жесть вообще. Единственное, что я у него спросила, это есть у тебя кто-то там из родственников? Из какого ты города? Он сказал, что он сирота, что у него никого нет. И назвал город, я его даже не запомнила, этот город, потому что какой мне там город? Помню, ехал, говорил, что, чуть ли там не плакал, что я хочу жить. То есть, что... я молодой, я хочу жить. Сколько ему лет было? 19. Пока я ехала, он попросил воды меня. Магазин был закрыт. Побежала в ларек тоже закрыт. Поехала, смотрю, там стоят грузовые машины и мужчины рядом. Я выбежала к ним, сняла с себя эту куртку всю в крови, потому что я и так была вся жуткая, думаю, еще сейчас в крови буду, люди вообще в шоке. Прибежала, мне дали литровую баклажечку воды, он там попил немножко, и я вызвала скорую. Скорая приехала, 5-10 минут, то есть очень быстро. Его начали выгружать на носилки, и у него просто вот так вот, я не знаю, там, как с ведра кровь полилась. Погрузили в машину, записали мои номера, сказали, что я спасла ему жизнь.
Скажи, пожалуйста, вот где найти вот эту вот гуманность и вот это вот человеческое отношение, когда твою маму убивают русские солдаты, и ты спасаешь русского солдата, который рядом с тобой истекает кровью? Не знаю, вы мне не первый человек, который задает этот вопрос на самом деле. Просто я чисто по-человечески понимала, что, во-первых, первый фактор, то, что он нам ничего не сделал. Если бы какая-то была от них опасность, это, ну, естественно, да, то есть даже не обсуждается. Тот факт, что, ну, ничего вообще они нам не сделали, просто были рядом. Из-за этого мы пострадали, то, что мы были с ними, это я понимаю прекрасно. Если бы мы были, может быть, где-то просто прятались бы, ну, не выходили, то все было бы нормально. А сам факт, то, что мы были рядом с ними, нас это погубило. Но чисто по-человечески, да, когда ты понимаешь, что ты сейчас сядешь в машину, ты уедешь с этого кошмара, а там лежит парень молодой, который еще этой жизни даже не видел, которого просто как пушечное мясо отправили. Он лежит, истекает кровью, он беспомощный. Он не сможет себе ни скорую вызвать, даже если вызовет, она к нему не приедет. Да? Не сможет там встать, уйти. То есть ничего. То есть единственная его судьба – это вот там лежать, истекать кровью, умереть. Как я буду жить после этого, зная, что я могла кого-то спасти, там хоть кого-то. Я маму не спасу уже. Ничего я не сделаю. Второго я тоже не спасу. Я могу спасти себя и могу дать шанс спасти другого человека. Правильно это, неправильно, я не знаю. Но вот так как я почувствовала, я так и сделала. Потому что если бы я уехала и знала, что он там умер, ну, мне бы не очень хорошо жилось, наверное, от этой мысли. Знаешь, я просто еще в какой-то момент, наверное, задам тебе тот вопрос, который, возможно, кто-то думал и не задал его. Не было ли такой ситуации или такого момента, где он тебе просто даже угрожал? Или там сказал, если ты меня не заберешь, я тебя сейчас пристрелю? Нет, вообще. То есть он лежал беспомощный, еле там что-то говорил. Вообще. Ты не боялась его? Нет, я не боялась. Каролина, ты вот сказала о том, что именно эти двое солдат и, ну, как бы вас и погубили. Если бы они... в том, что мы были с ними. Ну, ты имеешь в виду, что их солдаты увидели этих двоих, и они подошли... То, что они нам помогают, то, что они рядом. Понимаете как? Те люди, которые выезжали из города, по ним пускали огонь. Получается, одни пускают огонь по людям, которые хотят выехать, а другие помогают людям. Ну, вот нонсенс, да? Они погубили нас в том плане, что мы оказались с русскими военными рядом. Если бы мы, может быть, залегли бы где-то, чтобы нас не было видно, у нас был шанс выбраться. А так, то, что у меня получился шанс выбраться, как мне многие сказали, но это действительно судьба, и значит для чего-то ты нужна в этой жизни. Ты не просто так выжила, да, а значит ты выжила там для чего, для какой-то цели. Я считаю, что если я выжила, то я обязана хотя бы рассказать то, что произошло, и чтобы люди знали. Потому что мне очень обидно, обидно, неприятно, когда пишут, что это наши солдаты, что это там переодетые солдаты были, то есть гадости всякие пишут. Просто люди не могут понять, как это так, русские по русским стреляли, да. У большинства это в голове не укладывается, у меня это в голове тем более не укладывалось. Хотя есть доказательства, эти видео сохранены, где я это все писала. Я говорила изначально, что украинцев там, наших, там не было, там были только русские. Замполит отдал приказ стрелять отдал приказ перекрывать дороги. Подожди, ты, пожалуйста, скажи, где это конкретно происходило, ты знаешь? В Харьково на Окружной. В Харькове на Окружной, да? Когда это происходило? 24-го. Хорошо. Вы там находились. Какова была ваша задача? У нас не было задачи. У нас этот полковник замполит, он сам все задачи ставил. Я понял. И в тот момент времени на Окружной, да? Там кто находился? По кому вы начали стрелять?
Сам замполит, ну, когда дорогу начали перекрывать, гражданские, ну, там, устроили, типа, в виде бунта, нам сказали, туда надо, домой нам, на работу некоторым, надо туда-то проехать. Но замполиту это надоело, он сказал стрелять уже по гражданским. Получается, скорая помощь забрала этого солдата. И какое решение ты приняла, куда ехать, в какое безопасное место? Я, во-первых, села, я разрыдалась, я просто начала это все анализировать, честно говоря, не могла поверить. Начались взрывы еще сильнее. И я понимала, что, в принципе, наверное, в городе тоже небезопасно. Раз произошло такое со мной, то что как бы будет дальше? Мне позвонил папа и сказал, что сейчас я свяжусь с нашим знакомым, там он тебя заберет. Попросил меня спрятаться, заехать в какой-то там район, более-менее безопасный, стать там на парковке. Я поехала туда, увидела, что начинают строить как блокпосты, уже ставить бетонные вот эти блоки. Я вообще в шоке была. Потом смотрю, сзади меня там наши военные едут, БТРы, опять вот эти взрывы, я испугалась, уехала в другое место, такой спальный район. Более-менее там было тихо, припарковалась между машинами, села, записала истории, что убили маму, что началась война. Все, кто думает, что это шутки, поверьте мне, это не шутки. У меня 2 часа назад русские военные убили маму. Честно, я записываю это видео. Я просто... у меня шок сейчас, потому что я еле выбралась. Убили одного солдата, убили маму, а я рядом лежала. Это вот так вот. Ну, у меня как бы лицо тоже. Осколки попали. Я еле выбралась и спасла одного человека. У него 2 ноги пробиты и рука. Честно, вот не представляю вообще, что теперь будет дальше. После этого видео мне начали все звонить, все знакомые. Не могла понять, что это я сейчас пережила, что со мной нет мамы. У меня был шок. Мне начали все звонить, спрашивать, соболезновать, там, предлагать помощь. Кто-то мне говорил, сейчас мы тебя на Киев вывезем. Кто-то мне говорил, на Одессу. Там, Каролина, там, 5-10 минут за тобой приедет человек, все, собирайся. А у меня в голове, на какой Киев, какая Одесса? У меня отец сейчас едет, у меня мать убили, у меня куча собак в доме вообще. Но я сидела, я не знала, о чем думать, я не знала, вот как дальше. То есть я не думала там о своей какой-то безопасности вообще. Я позвонила в полицию сказать, что произошло. Мне сказали ждать звонка, что туда ехать нельзя, там небезопасно. Мою заявку приняли и все. Но мне никто не перезвонил, потом я уже не могла дозвониться в полицию. В городе просто начался хаос. Мы когда приехали к моим друзьям, у них тоже, получается, в доме как подвал есть. И когда объявляли там воздушную тревогу, там сирену, мы спускались в подвал. Тут не ловит, да, связь? До ночи я там побыла, пока папа приехал. Когда он приехал, он меня забрал. Мы подъехали, скажем так, к месту более безопасному, близкому к нашему дому. Когда папа приехал, вы приняли решение ехать к себе домой? Получается, да. Но мы как? Папа же не глупый человек, он же не сел и тупо не поехал домой. Мы, получается, когда вот подъехали на то место, где скорая забрала этого солдата, вот мы приехали туда. Папа пошел пешком, пошел разведывать вообще ситуацию. Мы не поехали просто глупо, тупо на выезд, потому что я сомневаюсь, что нас там что-то хорошее ждало. Он там узнал ситуацию, узнал, что стоят наши военные. Он нашел военных, поговорил с ними, они ему сказали, что не вздумайте сейчас выдвигаться на окружную, вас просто расстреляют там. Дождитесь утра, и тогда уже что-то можно думать. Мы развернулись, поехали к моей коллеге с работы. Вот эту ночь пробыли у них в бомбоубежище, получается, в подвале. Ночевали, на следующее утро уехали. Насколько дорога была безопасной домой, обратно? Мы подъехали к окружной, там уже военные стояли, то есть
все окопы там делали, да, наши военные, то есть там такая масса, скажем так, большая собралась, мы приехали, и мы хотели решить вопрос с мамой. Показали место, где все произошло, они, конечно, в шоке были просто. Там лежал этот солдат, и лежала мама. Вот здесь мы прятались вчера. Вот тут нас обстреливали. Там танки стояли. Вот здесь. Вот тело мамы. Вот этот солдат. Он прикрывал нас. Но военные нам тело не отдали. Сказали, ждите полицию. Без полиции нет. Вы должны все зафиксировать. Место, что это, действительно, здесь это произошло. То есть без протокола, без, скажем так, фиксации того, что произошло, нет. Просто так, чтобы мы забрали тело, уехали, нет. Папа опять позвонил в полицию, ему сказали, ждите, мы вам перезвоним, мы подъедем. Мы там полчаса, может быть, час побыли. Потом решили съездить все-таки домой. Пока нет звонка, мы решили поехать домой, посмотреть, что вообще происходит. Потому что у меня там собаки, у меня маленькие собаки, которых нужно кормить. Если ты сутки не покормишь, у них кома будет. Мы туда приехали, побыли, наверное, где-то, может быть, минут 5-10. И собирались выехать, и все, выехать уже не смогли. Нам сказали, что все, на окружной опасно, там стреляют, вас не выпустят, вы не выедете. Так как выехать уже было невозможно из Харькова 25 числа, вы приняли решение остаться там. Что за эти 42 дня происходило в Харькове и как вы выживали? Я сейчас, честно говоря, это все вспоминаю, даже не верю, потому что мы жили без электричества, без света, без воды. У нас это все есть в доме, но без электричества это невозможно. Воды не будет, так как насос не работает, тепла не будет, так как нет, опять-таки же, воды, электричество, оно все взаимосвязано. Март был очень холодный. В марте была минусовая температура, был снег. То есть условия, мало того, что ситуация такая, так еще и погодные условия нас просто уничтожали. Потому что в доме минус, в доме холодина невероятная, ходишь в куртках, в шапке, в рукавицах, на улице еще хуже. Готовили мы на костре животным. У нас есть газовый баллон, но мы его оставляли чисто для нас. Там чай подогреть, еще что-то. А готовили собакам на улице, все это потом раскладывали, руки перемерзали, потому что ты не можешь их постоянно мыть, а если ты моешь, ты это в ледяной воде делаешь. И так как нет возможности взять воды из дома, мы, пока был снег, мы растапливали снег, получали воду и на этом готовили каши с собакам. Это страшно на самом деле. Вот, кстати, как еще готовим кашу. Набираем снег, ставим на огонь, растапливаем и готовим, потому что воды не наберешься. Вот так папа приносит снег, я варю кашу собакам. Здесь малым каша, сердце. Сейчас будут кушать. То есть это действительно условия максимально военные. А для девушки это очень трудно физически, морально. Плюс ты там потерял маму, у тебя один стресс, у тебя второй стресс — это то, что ты дома, и ничего дома нет. Ты даже не можешь просто ноги свои погреть. И помимо этого еще стреляют. Летают ракеты туда-сюда, взрывы, эти сумасшедшие, трясутся окна. И ты живешь и не понимаешь, прилетит тебе, не прилетит, рядом будет, не рядом. То есть целые 42 дня на одном стрессе. Поэтому мы жили без света, в холодном доме, без воды и практически без никакой еды. У нас были какие-то запасы, какой-то картофель, консервация, какие-то крупы, то, что мы там с мамой успели купить, то, что мы купили 23-го на несколько дней. То есть все, что остался, минимальный этот набор, мы его тянули. Мы его тянули 30 дней, пока к нам не попали первые волонтеры. Страшно не то, что мы там мало кушали, а то, что у меня почти 50 собак. Разных возрастов, разных
размеров, то есть это щенки, которые растут и которые требуют трехразового питания. Это взрослые собаки, 60-80 килограмм, которым нужно очень много еды. Это маленькие породы, у которых свой корм особенный. У тебя нечем кормить. То есть ты сидишь, у тебя как бы есть деньги, да, ты не можешь ничего купить, потому что ты не можешь попасть в город. А даже если ты туда попадешь, то окраины города их обстреливают, и ничего не работает. Ты сидишь каждый день, ждешь. Опять стреляют. Знаете, я уже, видите, спокойно вам записываю сторис под вот эти выстрелы, хотя эти выстрелы хорошие могут не закончиться. Вот такая худая собака у соседей кормим. Собаки худеют, и что будет дальше? Когда я на них смотрела и понимала, что они просто превращаются в ходячих трупов у меня на глазах, я ничего не могу сделать. Я сидела, плакала, зная, какой у тебя был питомник, все холёные, откормленные, и здесь все просто щенки, морды затянулись, кости одни торчат, и ты на это все смотришь. Вот это самое страшное было. То есть ни своя жизнь, там, ни выстрелы, ни даже эти жуткие условия, а конкретно то, что страдают твои животные, а ты им не можешь помочь. Кроме как просто распределить еду так, чтобы хватило им жить. Просто для жизни. Ты каждый день ходишь, у тебя там гавкают, там плачут, там злятся, и ты вот на нервах, на стрессе. 5 марта. Вот так вот сидим, греемся. Бутерброды. Каша с собакой. Целый месяц вы не выходили из дому. Максимально, что мы могли, это просто съездить на родник и набрать воды, потому что без воды невозможно. Дикая ситуация, потому что ты выйдешь, тебя расстреляют. У нас разбили дорогу, то есть по главной дороге выехать там невозможно, нужно окольными путями, там попал снаряд. В той части там просто каждый божий день взрывы, выстрелы. Частные сектора, которые находились там, где нас обстреляли, там тоже половину поуничтожало, все, люди потекали. То есть там адовая ситуация. Это ехать на смерть получается. Ты закрытый, ты не можешь ничего сделать. Просто сидеть и ждать. Мы сидели, думали, может быть, это будет день, может, это будет пару дней. То есть вот такие были мысли, но мы никак не могли подумать, что это просто будет день, неделя, 2 недели, и ситуация вообще не менялась. Рядом соседи были живы, когда вы выходили с папой за водой. Что происходило в вашем вот этом городочке? У нас очень мало осталось людей, то есть такие, знаете, отчаянные, наверное, самые люди, которые не уехали в первый день. То есть людей было очень мало. Возле нас соседей вообще никого практически не было. Те, кто были, это там километр и дальше. Каролина, удалось забрать маму? Маму не удалось забрать, то есть ее забрали, все трупы забрали, пока еще похорон не было. Нам сказали, нам звонили, я со своим начальством связывала, что как бы этот вопрос решат, то есть тело заберут, тело там не останется. А дальше уже вот эти все моменты мы будем решать. А ты видела в новостях, что происходило в центре облраду, как главную площадь разбомбили и так далее? Ты за этими новостями следила, что в Харькове происходило, или не было связи? У меня не было возможности постоянного доступа к интернету. Связь у меня была очень плохая, мобильная. Ко мне не могли дозвониться люди. То есть единственное место, где я могла выйти в интернет и поговорить, это самый верхний этаж нашего дома в одной точке. Там безумно холодно, там ничего не сделано, мансарда вся там оголенная, то есть на улице, грубо говоря, ты сидишь. И туда я могла зайти ненадолго, что-то прочитать быстренько, что-то выставить, кому-то ответить. То есть там буквально полчаса. Пока был мороз, холод, это полчаса у меня так руки отмерзали. Естественно, что телефон садился быстрее на морозе, а возможности заряжать очень ограниченные. То есть мы заряжали через... Папа достал аккумулятор с автомобиля, все там сделал, и мы вставляли зарядку и заряжали телефон, и там пауэрбанки. И старались этот заряд очень экономно тянуть, чтобы там телефон заряжать раз в 2-3 дня.
И то, что я видела, это какие-то обрывки. То есть, да, я видела, что там в облраду попали. И видела, что там с моей работой произошло. Но полной информации у меня не было. 40 с чем-то дней, да, я прожила как в таком вакууме, да, информационном. Я ничего не знала. То есть у меня была моя жизнь, мне нужно было выживать, мне нужно было кормить животных. Мне все говорили: уезжайте, бросайте, бог с теми животными, ваша жизнь дороже. Нет, у нас животные, мы несем за них ответственность. У меня папа будет умирать, но их не бросит. Мы такого склада люди. Помимо этого мы подкармливали бездомных собак. К нам прибежала там одна какая-то собака, затерявшаяся с дачи. У нас уехали соседи, мы соседских собак, кур, голубей, енотов. Это все папа ходил, кормил. То есть мало того, что у нас вот такой зверинец, да, и еще соседи, а там просто сумасшедшее хозяйство, козы, там, ну все там. И ему сказали: возьми, выпусти это. Возьми, выпусти, ну все. Папа рука не поднимается, говорит: нет, я буду ходить их кормить. И он ходит, кормит собак и все остальное хозяйство. Наши животные, конечно, спасибо, наверное, им, что у нас был какой-то там стимул держаться. Мы их не бросим и максимально вот всех, кого можем, будем подкармливать. Ну, и что это правильно. Я так понимаю, что сейчас папа принял решение, что тебе нужно уехать из Харькова. Сейчас ты находишься в Полтаве. Папа принял решение остаться там в Харькове с питомником. Когда в новостях сказали, что на Харьков там надвигается опасность и, возможно, будет очень плохо, папа сразу же сказал, что ты уезжаешь, ты здесь не будешь. Я его долго уговаривала, чтобы он поехал со мной. Категорически нет, ты едешь одна, я здесь остаюсь с собаками, потому что сразу всех собак вывести нереально. Даже эвакуироваться было очень трудно. То есть это целый путь страха, нервов, и дай бог, чтобы это все прошло безопасно. А у меня, знаете, как буферная зона, то есть как нейтральная территория между вражеской силой, да, там, и нашими ребятами. Я вот между ними находилась. У нас не зашли русские, у нас их не было, но мы были как вот таком, как, грубо говоря, как в кольце. То есть выезд, он был возможен, но это очень такой тяжелый путь. А, например, поселки, которые дальше от нас, там уже стояли русские. И там выехать, я не знаю, как оттуда можно выехать. То есть это рисковать своей жизнью, так как не выпускают просто. Либо на Россию, либо нет, другого варианта. До вот этой вот дороги, по которой эвакуироваться меня папа довез, я там сидела вот так вот на корточках, на этом переднем сиденье, на этих чемоданах, вот так вот держалась, потому что даже места не было просто сесть. Он меня вывез, дальше уже я села за руль и поехала. Я выехала с маленькими собачками, еще одного алабая с собой взяла в багажнике. То есть у меня машина полностью забита доверху, так что не видно даже зеркало заднего вида. Максимально забили как могли, максимально тех, кого могли, взяли, там даже котов забрала я. Я ехала как будто в военном фильме, вот, да, который мы смотрим по телевизору, вот я так и ехала. Я на скорости большой ехала, нужно было очень быстро ехать. Потом, конечно же, когда попала в город, я выдохнула, я расплакалась, у меня вот эти все эмоции пошли, что я там выбралась. Ну и, конечно, там эмоции, то, что папа не со мной, ну все вместе, вот это вот накатилось. Но я хотя бы уже была в городе. То есть ты уже в безопасности где-то около 3-4 дней. Что с папой? Я связывалась с ним каждый день. Ну, все нормально, все там он справляется. У него же еда там есть, у него мне привезли корма, мне там гуманитарку привезли, помогли, там харьковчане. И Европа тоже помогла. В общем, у нас там уже было все. Он остался с полным комплектом там всего. Но он же остался там не навсегда. Мы все это обсудили, что я выеду, я хотя бы где-то приземлюсь, и мы потихоньку будем вывозить оттуда собак. Ты пока будешь оставаться в Украине, или у тебя есть какое-то желание, видение того, что дальше? Я пока не могу еще здесь осесть. У меня какая-то была почва, да, под ногами, потому что сейчас я на перекладных, одна квартира, потом другая квартира, собаки в машине, я хожу, выгуливаю, очень все неудобно, очень трудно. Когда уже, скажем так, хотя бы собаки будут вывезены, там папа будет здесь рядом со мной, дальше я уже буду думать и как-то строить свою жизнь, потому что жизнь-то идет, да, война не война, но мы живем, мы должны работать, что-то делать, и пока просто у меня еще четкого плана нет.
четкий план только по поводу папы и собак. Каролина, а какая тебе помощь нужна сейчас на данный момент? У меня все спрашивают, и я всем говорю, мне ничего не надо, только мне собакам. Вот корма, какие-то, да, там таблетки, потому что мне самое главное, чтобы они были сыты. Я могу и обойтись, я могу там и поэкономить, а все на них. Я вот сейчас забрала какую-то часть, я их буду сейчас подлечивать, так как у меня, мамы со мной рядом нет, которая могла этот процесс, скажем так, сделать быстрее. Я буду сейчас их возить в ветеринарные клиники, потому что они, конечно, похудели, у них с шерстью сильная проблема. Самое главное, они живы. Вот я уже нескольких отвезла, их там вычесали, вымыли, они хотя бы в нормальный вид пришли. У меня там девочка в Полтаве, она помогла, очень долго возилась, спасибо ей большое. Говорит, я еле запах костра убрала, то есть настолько шерсть впитала в себя этот запах, что она, я 3 шампунями, 3 кондиционерами мыла, не могла избавиться от этого запаха. Боже, какие... Каролина! Боже мой, какие они красивые! Вот этот уже чистенький у нас, такой красавчик. Очень красивый. Вот это вот чихуашечка, самый манюсенький наш. Такой житель. 900 грамм весит. Так. А это вот тоже малышня. Тоже надо приводить в вид. Еще этого мы, конечно, уже выкупали. Надо ему стрижку сделать, еще там шерсть подлечить. Вот тоже малышечка. Но это и не всех показала. А еще у меня 2 кота есть. Вот канадские свиньи. Со всем этим ты приехала из Харькова. У меня лаба сейчас в машине охраняет, большой белый. Эти пока со мной в квартире находятся. Хоть ты меня радуешь, да. Женщину не радует, ребят. Просто состояние отвратительное, вообще ничего не радует. Айчик. Роля, иди сюда. Вот кто сладко спит и охраняет. Вот так мы кушаем, аж все рассыпали, да, на радостях. Вот скажи спасибо большое людям, которые помогали. Когда ты выставила видео, которое набрало больше десятка миллионов просмотров, многие, весь русский мир, да, так скажем, говорили о том, что это все постанова, что ты актриса, что ты говоришь неправду, что стреляли в тебя не русские военные, а это были военные силы Украины. Скажи, пожалуйста, тем, кто до сих пор в это не верит и считает, что все это было постанова. Я об этом говорила и говорю сейчас, о том, что я никакая не актриса. То, что я рассказала, каждое слово правда. Я рассказала то, что я увидела, и то, что я пережила. И помимо того, что я выставила на тот момент, я старалась каждый день выставлять свою жизнь, чтобы люди видели, что это не просто закинутый ролик и дальше все. Я показывала, как я живу, то, что могла, да, как я готовлю на костре, как я там в холоде, там руки даже свои показывала. Я даже сейчас могу показать, у меня с собой вот это вот пуля железная и еще там часть получается. Я просто в военных терминах не разбираюсь. Могу, конечно, что-то глупое сказать, но я показала, что у меня был пробитый чемодан, у меня были пробиты 2 дырки. Кто-то написал, что это погрызли собаки. Показала папку с распотрошенными документами. Опять написали, что это погрызли собаки. Я сняла еще одно видео, пока его не выставила. Если собака грызет, остаются следы от зубов. Это логично, правильно? Если собака грызет сумку, она будет рваная, опять-таки останутся отметины от клыков. Ничего этого нет, есть просто 2 дырки, вот 2 четкие дырки. И сумка, которая была, моя женская, она тоже пробита, у нее пробито дно. Чемодан, с которым я была, сюда попала пуля. Вот документы, которые были в нем, видите, раздробила. И вот эта пуля, наверное, чемодан этот меня и спас от смерти. Вот как бы то, что я показывала вам на видео, видите, от чемодана, как оно зашло, кусочки. Вот
Это я, наверное, засунула сюда, да? Изуродованный брасматик, перебитый карандаш. У меня даже монета в сумке, она изуродованная, и это все есть. И это все со мной. То есть я это сохранила, чтобы просто было подтверждение, да, того, что произошло. Ну, людям просто что ни говори, они все перекрутят. Поэтому я поняла, что кому-то что-то доказывать, каждому там закрывать рот, с каждым ругаться я не буду. Я выставила, а дальше уже каждый сам для себя принимает решение, верить или не верить. Ну, в любом случае есть такое понятие, как экспертиза, правильно. У меня осталась куртка с кровью, вся залитая кровью, грязью. То есть все же можно доказать на самом деле. Если это подстава, это выплывет. Об этом люди узнали бы уже давно. Тем более после всей этой ситуации начали снимать ролики. Подставили какую-то девушку, какая-то Анна, фамилия не помню, с Кривого Рога, что она какой-то там засланный агент. И что типа это Анна, это я, либо я, это Анна, то есть я не пойму. Вырезали взяли мои видео, кусочки и подставили под нее, что якобы она рассказывает всем, что мою маму убили, то есть делает вот эти вот провокации. На самом деле это все вранье. То есть вот даже смонтировали такой ролик и пустили его по соцсетям. И некоторые люди мне писали, говорили, что мы вас разоблачили. Хотя я не Анна, я Каролина, я не из Кривого Рога. То есть уже до такой степени дошли. Это с русской стороны все. То есть это вот такая вот провокация, что это фейк, что это все неправда, что я ввожу людей в заблуждение и так далее. Каролина, скажи, ты спецагент? Я не спецагент. Девушка Каролина, я никакого отношения не имею к тому, что пытаются навязать. Я не могу просто понять, как можно писать, что на смерти матери ты хочешь себе сделать какую-то рекламу, там, либо еще что-то. Это вообще страшные мысли и страшные люди, которые могут так говорить. Многие даже писали, что моя мама жива, она где-то там рядом сидит. То есть вообще ничего человеческого нет у тех людей, которые пишут. Для меня было так это все дико читать. Говорили, что там ты играешь, ты вот там вот эти слезы все сыграла. Я не знаю, как можно так слезы сыграть. Каролина, я хочу тебе пожелать здоровья, сил, все это пережить, встать на ноги, встретить папу, быстрее объединиться и начать новую жизнь. Мы обязательно победим, и чтобы возможность вернуться домой и похоронить маму у тебя была в ближайшем будущем. Да. Чтобы сейчас у нас был мир. Это самое главное, чтобы сейчас у нас был мир.